Следов животных много. Лапки коротенькие, Да. а все остальное как надо. И он бежит, бедный, и цепляется в это. И писюнчик в воду у него эту ледяную. отмерзнет. Да. Я думаю, пойдет вместо шашлыка. Друзья, приветствую вас на канале Календарь Рыболова. Меня зовут Алексей. Направляюсь к хижине с целью установить дверь. Потому что уж очень много тепла уходит сквозь баннер, который сейчас заменяет дверь. Сегодня идем вдвоем с Юрой. Договорились встретиться на льду. Лед установился, но такой еще слабенький. Рыбаков практически не видно нигде. Вот. А до вчера еще была такая оттепель. Перед Новым годом снега навалило много. И вот это все начало таять, такая слякоть. Вот хорошо, хоть сегодня ночью немного засыпало свежим снежком и небольшой морозец. В общем, по лесу сейчас идти очень сложно. Решили идти по льду. Да, рыбаков совсем нет. Вот здесь вода выходит к берегу. Интересно, смогу ли я забраться на лед. Вижу следы. Кто-то тянул сани. Скорее всего, это Юра, потому что больше не видно следов других рыбаков. Так, трещит. Вроде держит. Так. Прогноз погоды обещает на завтра тоже оттепель и, возможно, дождь. Но завтра это полбеды. Это уже на обратном пути. Хотя, конечно, будет скользко, когда снежок растает, превратится в слякоть. Но ничего. Даже если промокнешь, упадешь, то дома можно просохнуть. Хуже, когда туда к хижине идешь, уже приходишь весь мокрый, тогда не особо хочется не работать, ничего делать, потому что, ну, сами понимаете, мокрый, холодно. Вот и Юра. Ну, лед прямо хороший. Иду, вообще не трещит. Я удивлен, потому что совсем недавно, вот перед оттепелью, ну, был сантиметров там 4-5 лед. Вот. Иду, думаю, где мы должны встретиться с тобой, я не знаю. Привет. Ну, Привет. следов же не было, значит, не прошел. Да. А лед-то хороший, не трещит нигде, да? Там я проходил, трещал. Трещал? Да. Ну что, путь. Да, Хватит да, курить. Да, все, пошли, да. Курить, здоровье грудить. Хорошо, вчера растаяло, не так много снега на льду. А то сейчас с санками тяжело было тянуть их. Ну да. Я говорил, слякоть вчера какая была. Ботинки высокие, непромокаемые, в принципе. Но я умудрился такие лужи найти, что пока до магазина дошел, промок. Вот. Кстати, ты выходил на берег. На берегу лед хороший, выход с берега. Выход нормальный. Не трещал? Ну ничего? как, может, стрёмный немножечко, но не трещал. Потому что, ну, мокрый. Видимо, вода просто выходит. Ну, вот такой вот лед он, я смотрел, бурили, 5 сантиметров. Да, Но он ровный небольшой. везде. Ну, Так что давай чуть-чуть далеко мы так не будем, подальше да. друг от друга. ну и подальше от русла. У нас впереди первый торос, хотя лед еще совсем тонкий, но уже лопнул. И там опасное место. Да, лед совсем тонкий. Стрёмно здесь переходить. Обойду, пожалуй, по берегу. Лед аж трещит. По-моему, чем ближе подходим к хижине, тем крепче становится лед. Я вот посмотрел, вот если расковырять, он уже не монолитный здесь, а вот такой, вот эта слякоть замерзла.
И лед стал намного толще, чем был вот этот прозрачный, тонкий. Уже почти дотопали. Осталось метров 200-300. Ой, скользко. Рюкзак уже плечи надавил, скорее бы скинуть его. Впереди видно бугорки, остатки нашего помоста для рыбалки. Дерево упало. Следов животных много. Давай. Алексей, ты где там далеко? Пойду за рюкзаком ходил. Вот это двери у нас, да? Да. Надо срочно Двери ставить. менять. Ну что, я пошел за топориком. Сразу печь затопим, чтобы прогревалась. Склад засыпало. Думаю, найдем все, что нам необходимо. Сейчас мы попробуем по-другому. Вот так. А что это она так раздымилась? А вот так вот раздымилась и захотела. Сейчас она распалится чуть-чуть. Я в прошлый раз приходил, морозец был сильный, но в принципе, ну с трудом, но разгорел. Пошел дымок. Еще холодная совсем. Так, ну что, тут уже тепленько. Да, уже жаркенько. Видишь, он как, смотри, там вода течет оттуда. Прям, что называется, течет. Да. Видишь, и снаружи мокро. Как туда снег попал. Разгорается, уже трещит. Ноги замерзли. Промокли, зараза. Снег попадает прямо туда. Засыпается за шнуровку. Главное сейчас нам печечку быстренько растопить. И дверцу быстренько поставить. Да, и дверь быстренько, и щели быстренько залатать. Запенить, и можно на запенить. рыбалку бежать. Можно на рыбалку бежать. Только вот эти вот дырки огромные, мы тут вряд ли запеним. А мы их дверью закроем. Ту дверь снимем, которая сейчас. И прибьем ее сюда. Уже Так. будет получше. И там тоже нужно как-то подлатать. Потому что я в этот раз спальник взял свой простенький, чтобы легче тащить было. Чтоб легче нести было, да? Ну и так полный рюкзак, там же и пила и всякая Ну да, ерунда. да. А тот спальник, он занимает, пол рюкзака занимает. Только хотел сказать, что все уже испарилось, а тут снова такой потоп. Сейчас сделаем прикормку, прорубим пару луночек, закормим. Нужно открывать уже рыболовный сезон. Конечно, если по эти камни убрать, сейчас ну, можно не убирать. Все тепло идет вверх, они почти... А снизу? Ну попробуй, а что там сильно горит. Ну вот отсюда тепло идет хорошо. Вниз тут горячо. Они очень быстро нагрелись. Закрыть уже не надо, чтобы она выдувала все. Да, сюда надо, как он, шубер, рабер или как он там называется? Шибер. Шибер, шубер, шабер, шрибер. Ставить или там, или тут. Не хочу я ничего его ставить. Проще, лучше законопатить дверцу, не будет подсоса, не будет и быстрого горения. Шибер такое дело, что знаешь, засориться там или еще что-то.
Лучше мы в лесу находимся, а не нам дрова не надо Да. завозить. Тут еще подкидывать, не переподкидывать. Тут такое, тут полвагона надо дров. Юра прикормку замешал. Берем топорик и ищем место. Юра вернулся за эхолотом промерить глубину. Такая тень непонятная впереди на водоеме, как будто там еще открытая вода. Что вполне может быть. Поэтому продвигаться нужно аккуратно. Я примерно понимаю, на каком расстоянии я еще не уйду за головой, если провалюсь. Поэтому пройду сейчас еще метров 15 и пробью первую лунку. Юра говорит, близко сильно. Я понимаю. Ну лед-то, ну есть такой 6-7. Это вместе вот с этим вот белым, который после оттепели снежок растаял и заново замерз. Я посмотрел, не, нормальный выдержит. Просто интересно, я вот зрителям сказал свою оценку толщины льда. Теперь интересно, сколько ты скажешь. Сколько я скажу, сколько Да. есть, столько и скажу. Какой у нас глазомер? Сантиметров 7-8. Ну так и есть. Один в один, по-моему, сказал. Да? Да. Ну вот примерно сюда мы добрасываем фидер, да, дальний заброс. А, ну это делаем уже полноценную закормку. Да, закормочную, да. Поэтому я тебе говорю. 4,20. Нет, сверху вода. Да, сразу пошел, уже намного тоньше, чем. А ну попробуй еще. Не сильно так, чтобы прямо намного. Ну, тоньше. Я не люблю, когда трещит, так неспокойно себя чувствуешь. Да ну, примерно такой же. Вот так вот, 6-7. Ну это нормальный лед, тут двоих выдерживает. Да, но я же говорю, что плохо, что вот он не монолитный полностью, вот он белый. Ну, ничего страшного. Так, прикармливаем. 4,70. В общем, 5 метров. Я думаю, что должна Нормально. сюда Для подойти. плотвы пойдете. Для плотвы пойдет, да. Так, ну сколько? 3 шарика брошу на дно. Я бы делал через каждые полчаса, кидал бы по шарику. А Да? для плотвы это самая такая... Ну давай тогда и туда, и в ту И я туда, брошу. Да? да, по одному шарику, но И пусть периодически. она тут стоит, да? Чтоб пыль постоянно была. Говорю, Карлоса сегодня с собой не взял. Я как вспомню, вчера выходил по этой оттепели. Ноги все промокли, слякоть, но выше щиколотки. Думаю, жалко его, он же лапки коротенькие, Ну да. а все остальное как надо. И он бежит, бедный, и цепляется в это. И писюнчик в воду у него эту ледяную. отмерзнет. Да. Вот тут писюнчик. А потом морозец, оно все схватится. Ну представь, какая. Я как подумаю, как так И по-мужицки. потом будет с Думаю, такой палкой бегать, замерзшее все дело. в общем, так, Остался дома на хозяйстве, да? да, чтобы поберег он хозяйство. Говорят, сделай ему комбинезон. Ну, он промокнет весь этот комбинезон. Точно так же, не знаю. Сюда попал? Да, пока сюда ставим.
Что, новые будем ставить? Ну конечно, в новые дырки, что он старое было, оно не держаться не будет. Вот. Да, чуть длиннее поставить, все будет. Он как раз и есть чуть длиннее. Так, Да. там я тут возьму. Работали профессионалы. Ну уже, я тебе хочу, смотри, лодку поставили, еще дверей нет, а уже видно. Уже тепло стало. Уже тепло стало, да. Это ж не зря тут я расширял. Видишь? Она тут даже близко не садится, она могла на, ну, на разбух, на мокром, да, разбухать. Ты ж не держишь. О, все, она как бы уже туда провалилась. Подожди, а если мы ее сорвем, у нас там она к окну прибита. Ну туда ее заверни, да и все. Тут срывай, тут этот край, а тут потом сорвем. Ну там зашьем. Там еще гвозди забить. О, смотри, как прекрасно. Дверь почти на месте. Мы забыли, нужно ж периодически прикармливать. Поэтому считаем, что основная часть установки завершена. Немного будет подправить по отвесу, закрепить на саморезы и запенить. Да. Главное, что она уже в проем влезла. Дальше уже дело техники. Я уже и удочку взял. Сейчас же думаю, будет клевать на. Я сковородку сейчас. Снежок скрипит. Ох и погода сегодня. Новогодняя. Не зря скоро Новый год. Да. Ну давай, Леш, на твою на легкую руку. Ты смотри, там не провались возле лунки. А ну морозчик есть, прихватила лунку, нет? Так, Не есть чуть-чуть. Да? Так вот я стоял, помнишь? Возле Сижи тогда, по-моему. И там такие здоровые, вот такие вот там окуня были. Пора бы уже и дровишек подбросить, наверное, все прогорело. С дверью, конечно, смотрится уже как настоящий дом. Окошки, двери, а вот эти стены из чурочек очень уж мне нравятся. Просто шикарная будет хижина рыболова. Так, нужно сделать клинья, расклинить и закрутить саморезы.
все закрывается так плотнячком, что комар носа не просунет. Ну это хорошо, она еще подсохнет, потом придется. Подсохнет, будет дырки в палец, потому что она там пролежала, промокла. Да. Придется потом все вот эти зазоры, что мы увеличивали, заново стягивать. Ну ничего страшного. Да, это явно теплее, чем тряпочка на входе. Юра как сварщик пеной управляет. Шов такой накладывает ровненький. Сейчас пока погодка безветренная, самое время запенить, потому что когда сильный сквозняк, свежую пену может прямо выдувать из проема. Тут ты почти насквозь прошел. Тут можно в целях экономии пока так и оставить. Пока так и оставить, да. То есть нам надо еще верхушку и низ поподкладывать, чтобы... Вот тут, вот тут ты прошел, да? Ну все, тут нормально, я думаю. Плохо, чтобы чуть-чуть она подстыла и сверху второй слой пульнуть кверху. Так меньше пойдет расход. Двери закрываются. Не все ж работать, надо и отдыхать и надо. И нам еще, я думаю, сегодня надо вот это Утеплиться, вот да, позабивать. утеплиться, позабивать эти дырки все. И готовиться к праздничному ужину. Ну, да. Идем кормить рыбку, а здесь обнаружили, что-то тут происходило. Кто-то кого-то съел. И кровь, и шерсть какая-то. И вот следы такие непонятные, как у росомахи, когти, как у этого Фредди Крюгера. Когда это тут все произошло, правда, непонятно. Наверное, пока горелись внутри, вот здесь кто-то кого-то сожрал. Я пойду прикормлю лунки на плотву, а Юра пошел поискать окуня возле свай, которые служили опорами для нашей сижи. Попробует пробить он несколько лунок. Окунь любит возле столбов, корях. Вот. Но сомневаюсь, что мы будем варить уху сегодня. В следующий раз, наверное. Сегодня набрали с собой таких праздничных блюд. Подмерзает. Морозец есть. Пять метров, но я все равно высыпаю сверху, чтобы плотва замечала вот эти вот крошки, эту пыль с далекого расстояния. Больше шансов, что она найдет наши лунки издалека. Как бежит время. Недавно раствор мешали, сейчас уже мороз. Пришла зима. Так, ладно, пойду сейчас туда попробую. Давай, я пойду раскочегарю печку, чтобы прогревалась. Я сейчас попробую там еще. Если из дымохода так валит дым, значит она еще нехорошо разгорелась. Когда там уже одни угли, жар, а до дыма вообще нет, он весь загорает. Топор у Юры остался.
Хотел дровишек наколоть, сейчас пойду сбегаю. Ну вот, стоило приоткрыть поддувало, горение стало активным, и дым уже такой практически прозрачный. Еще немного разгорится, и его вообще не будет. Хочу здесь, как я говорил уже, нашу дверь бывшую сюда прибить, потому что сильно тоже отсюда тянет. И побыстрее тепло нагнать. Ноги мокрые насквозь. Ботинки надо уже в утиль, отслужили свое. Раньше без проблем по снегу бегал. А тут что-то чуть кожа полопалась, что-то, не знаю, что. А где течет. Ой. Дед Мороз пришел, елочку принес, видишь. Конечно, хитрый. Двойная стенка с двойным утеплением. Это ты ужаришься тут. Ничего, пар костей не ловит. Новогоднее настроение появляется. Елочка, снежок. Дубовый торец, степлер, они вообще еле наживляет. Тепленько стало. Надо раздеваться. Спальник в этот раз взял попроще, не тот теплый, потому как тяжело было нести, а тут спальник пол рюкзака занимает место. В общем, не дотянул бы я тогда все вещи. Коврик на стену повешу. А ты зачем выкрутил весь этот болт? Какой? Я не крутил вообще на нем, Вот ни в одну сторону не крутил. Никуда. Он же, я смотрю, что он не забивает нифига. Я думал, ты выкрутил. Я не крутил. Не ничего. крутил? Так, вот это вот. Ты заметил, только щелей поменьше стало. Вообще жарко, как быстро нагорелось помещение. Ну да. И это еще далеко не все законопатели щели. Тут жарко, а тут холодно. Надо сушить обувь. Ботинки долго служили. Не, ну хотя по воде, если не прыгать по снегу, то все нормально будет. Леш, опилку ты не собирал? Надо собрать. Она Пилок собрана. собрано. Аккумулятор Иван не одет. не доодет был, да? Вот так. И сейчас я ее... Ты сразу решил наличники установить? Да, ну как ты видишь, как сразу становится по-домашнему. Так надо Где-то это слышал, слышишь? Ага. Как по-домашнему. Ножки нагреваются. Сухую обрезанную пену тоже можно использовать для утепления. Вот так. Уже жарко настолько, посидели, полялякали, согрелись. Юра пошел взять еще одно большое поленце, чтобы
Что, не донес? Не, я хочу включить, показать людям, что мы туда совываем. А то они кричали, я ну да. хочу. Вот таких вот огромных размеров. Вместе со снежком, потому что очень жарко. Мы надеемся, что оно охладит, подостудит немного печь. Так, а чем же ее взять? Тряпочка. Опа, тряпочка. И не устану повторять. Вот для чего вот такая вот печь. Не надо ни колоть, ни пилить. Опа. Можно еще одно сюда такое же. Да. И 2-3 часа забыть. Кто бы что ни говорил по поводу больших окон и что Юра там задубеет. Ночуем уже не первую ночь, и в принципе ночью температура минусовая. Сегодня еще местами подпенили. Хотелось, конечно, замазать это все глиняным раствором, но не успели. Застали холода. Вот пришлось купить пену, которая работает при отрицательных температурах. Вот. Юра пошел порыбачить. И сейчас просто здорово наблюдать. Вот так сидишь. Если бы там стояли жерлицы, то видно было даже, как флажки выстреливают. Вот так видно, что вот Юра возвращается. А я видел, что ты идешь. Ну что, уха будет сегодня? Не, сегодня ухи нет. Ты не что, будет. уже уху ел? И уже по дороге съел. Не клевала? А ну да, тишина там. Что-то печка у нас совсем перестала гореть. Надо тоненьких подбросить. Так, ну что, будем готовиться. Параш уже и это по 50. Я Не, какао. по 50 еще рано. Надо стол приготовить. Так-то оно неплохо в тлеющем режиме тепла как раз, но нам нужно сейчас хорошенько прогреть и тем более готовить еду. Поэтому мелких подколоть нужно. Так, ну что, по-моему, разогрелось. Опять тепленько стало. Во. Я думаю, пойдет вместо шашлыка. Да, Юр? Куда надеюсь? Подгорел. Подгорел. Идет, перцы подгорел. А второй нет? Нет, тут нет, это перец. Много отсыпанул. Ну, давай сразу этот переверну. Он тоже тут же, по-моему, нормально горит. Да не, Печка начинает уже... Что? Тяжелая такая. деревянная. Это деревянная. Да. Неожиданно такая она тяжелая оказалась. Да не, она не это. Все нормально. Ну что, мясо готово? Не знаю. Готово? Нести к столу? Давай, готово все. Несем к столу. Опа. А вот такой вот у нас стол сегодня. Как вам, ребятки? Сейчас покажем, как это было. Новый год уже к нам стучится, друзья. Топором. Я не знаю, а ты зачем топором стучишься? Ну что, друзья, всех с Новым годом, с наступающим и с наступившим, всем здоровья, счастья, ну и, конечно же, мирного неба над головой. Все, друзья, еще раз с Новым годом.
С новым счастьем. Полностью присоединяюсь. Добавить даже нечего. Мира, добра и здоровья всем. С Новым годом. За что, друзья? И первый тост. Давно у нас не было в эфире ничего. Давно, да. Это домашнее винцо, сделанное на своих полях. Леш, давай тебе. Не, спасибо. Я Ну, смотри. какао. А я Второй Новый год у меня какао. второй Новый год. Ну, что, давай. Да, давай его. С Новым годом. С Новым годом, друзья. У Алексея, смотрите, какой уголок новогодний. Ну, зато у меня, мы сегодня вечером сидели и с Алексеем разговаривали. Он говорит, бляха-муха, какая красота. Надо поставить жерлицы, и прям с окна можно наблюдать, сработало они или нет. Ну вот прям лед, вода подошла к самому берегу, и лед у самого берега. И действительно можно прямо у самого берега ставить жерлицы. Особенно, если занимаешься здесь какой-то работой, там продолжать кладку, например. Ну Стоять да. себе. Стоять себе, и все, раз глянул, стоять, все нормально. Так, ну что, Между первой и второй. промежуток небольшой. Но в этот раз я хочу попробовать этот продукт. Ну, потом же вино уже нельзя будет переходить, сразу понижать. Нет, этот продукт можно пить только с пива. Пьем. Понял. Нормально. Когда я служил, друзья, в армии, это было в далеком, даже забыл уже каком, в 82-м году. Да, в 82-м, 81-й, 82-й год. И у нас деды, когда я приехал, говорит, сегодня будем пить, и будет у нас северное сияние. Я так глаза и смотрю, думаю, что ж это такое за северное сияние? А северное сияние, если кто не знает, это 4 бутылки шампанского и бутылка спирта. В магазинах у нас, ну там на гражданских магазинах, естественно, у нас на территории не было ничего спиртного. Ну, ходили в самоволку через забор, даже у нас забора не было. Так, пошел в магазин, да и все. Мимо КПП прошел, хотя КПП было у нас, как вроде бы оно есть. Но за КПП не было ни одного забора нигде. Иди в любую сторону. А КПП вроде как, знаешь, для транспорта, для военного. А? Ну, на дороге. Ну да. Вот. А так все, раз развернулся и пошел в любую сторону. Нету ни заборов, ничего, просто пошел и пошел. Вот. И ходили в сельский магазин. И главное то, что я обратил тогда внимание, в этих магазинах не продавалась водка. Водки не было совсем, потому что морозы очень были большие, и даже, я не знаю, замерзало, но почему-то шампанское было, непонятно. Вот вин не было никаких, было одно только шампанское. Так, ну что, 50 грамм. Леша, глянь. Ой, а пахнет как. Понюхать. Ну, да. Да, пахнет А? со страшной силой. Вот это да, ну, граммочку. Опа. Она, конечно, тут и градусов, наверное, такая слабенькая, градусов 60, наверное, не больше. Ну давай, где там твой напиток? Или давайте винца налью, Лёш. Попробуешь винца. Ну давай бери, что ты будешь пить. Огурец. Давай, бери огурец тогда, ладно. Может, пивка. Не, ну решил я побыть какое-то время без алкоголя. Ну, побуду. хозяин барин, я не против. Ну, О, давай, давай, с Новым с Новым годом. Друзья, и вам тоже с Новым годом. О, яблочко я сейчас. В следующий раз яблочком выпью. Да. Сейчас огурец доем сначала. Ну, огурчик бери.
Нет. Водка гораздо лучше, чем вино. Что не говори. Не, честно тебе говорю. Такой вкус. Ну, бляха. Я б не выдержал на твоем месте, бы все равно бы попробовал. Ну, я пробовал твою чачу. И не только твою, и свою. И много чью. Но у нас же специальные такие аппараты, не просто самогонный аппарат, а там ну, практически ректификационная колонна. Ну, может чуть-чуть не дотягивать, ну, скажем так, бражная колонна, но можно... У меня, по-моему, 94 получался. У тебя сколько? Ты говоришь? Я на 108. 98, ну, вообще почти чуть. Не, ну у меня же она выше, и у меня сделано совсем по-другому. Я переделал уже потом уже. Свою я тогда продал. Специальные из медных труб, там наполнитель, ну, кто этим занимается, тут в курсе. Да. И не из простых медных труб. Медные трубы специально пищевые, припой специально пищевой. В общем, все экологически чистое. И поэтому выходит экологически чистый продукт. Когда-то Алексей... Полезный, наверное. Очень, очень, очень. Когда-то Алексей, да, мог выпить такую баночку запросто. С удовольствием. Да, наверное, не одну. Ну, да, Под настроение. Можно и две было. Да. По-разному бывало. Да. Я тоже когда-то. А сейчас так. Ну, на Новый год надо. Конечно. Я бы не Выпить. сказал, что надо, но можно. Ну, можно, да. Сальцо надо. Будем говорить не на Новый год, а если честно сказать, новогодние праздники. Ну да. Да. Опа. Отбивнушечки. Что-то они рассыпались, о, горячие. Так, ну что, давай, Так, Лёш, ты ложись. давай, я уже наелся, но я с большим трудом еще съем там какой-нибудь кусочек сардельки там или что-нибудь. Я себе вот эту отбивнушечку ложу. Раз. Да. А я ж А ты, на Новый год, на праздник вот хлеб и сардельку. вот. Не, Ну, хочу, короче, ложи, что хочу хочешь. вредного что-нибудь. сардельку. Съешь и вредного. А я выпью что-нибудь вредного. Да. Ладно? Да. Ладно, а я чем на что там, дрова Да. трещат. Ох ты. Пахнет. Завидую, но по-доброму, по-хорошему. О, половинку я рассчитывал на двоих, А. но половинку выпил, половинку тебе на дом отдам. Ну да, может когда-нибудь разойдусь. Ну давай, где твой огурец? Говорится. Я яблочко. Ну давай яблочко. Я, правда, их почти все съел. Вот Тебя так. съел. Опа. Все, друзья, давайте вас тоже с Новым годом еще раз. Да, еще разочек с Новым годом, и мы, наверное, еще разочек другой и будем отдыхать уже. Ну завтра, да. завтра на рыбалочку. Если, конечно, рыбка подойдет. Куда она денется? Ну, не подойдет с утра, к обеду должна. А к вечеру мы сами подойдем домой же. Ну да, к Ладно, вечеру. друзья, с Новым годом! Мгм. С новым счастьем, мира, добра, здоровья. Ну и всего, что вы сами себе желаете. С Новым годом! Мышек не слышно, пока вообще нигде не было. Обычно там они шебуршали сверху. Видимо, по морозу они не любят там сидеть. Они где-то в норке, в землю, где потеплее. Ну, ты знаешь, Я сейчас посмотрел, показывает минус 9 на улице сейчас. минус 9. Вот, Ну, не, я тебе верю, только я не верю этим. вот, минус 9, и в этой минус 9, и в этом минус 9. Хотя сегодня обещали потепление, да? Хотя мне написали, приклей градусник, как у тебя окно. Поэтому, друзья, да, нужно действительно приклеить градусник. Сомневаюсь, что мы все закончим до весны. Скорее всего, на весну это все останется. Не, ну конечно, да. Я думаю, тоже. Ну, в принципе, и я думаю, что можно, в принципе, и так здесь ночевать. Да, В если принципе, ночевать да. можно, но
Чего Не, туда ну, заморачиваться, да. мучиться? Просто, ну, конечно, просто-напросто из-за того, что вроде бы как не закончили. Ну, может, если на несколько дней приехать, оно еще и можно было что-то положить, оно прогрелось бы помещение больше. Смысл в чем, что мы даже если и положим несколько чурок, да, на глину, то она ж выморозится сразу. Не, ну можно соли добавить. Она, ну, все равно будет, конечно, вымораживаться, да. Это факт. И отсюда никуда не денешься. Нужно Особенно с положить наружной и топить стороны. там 3-4 дня. Ну да. А если, как некоторые пишут, на пену на ту же, друзья, ну, во-первых, сколько нужно пены, это раз, она стоит совсем сейчас недешево. Вот Да. мы взяли один флакон, он стоит, вот дверь там возле окон задули, там она стоит 260 гривен. Самый Вот. дешманский. Это Да. самый дешманский, да. А хороший будет стоить, сами понимаете, сколько. Вот. И потом все это ломать, разрывать. И, ну, сколько это там, 5-10 чурок положить. Ну, я думаю, что смысла нет. На сухую просто так ложить тоже, ну, будут дыры вот такие вот между бревен, как тоже советуют. Положите на сухую. Ну, зачем на сухую положить, если можно точно так же затянуть? Ну, так же, Леш? Ну, да. Я думаю, тоже смысла нет. Нужно просмотреть внимательно все оставшиеся. Ну, вот там много. Здесь еще есть. Подзаделать до весны. Будем приходить на рыбалки. А вообще, я поддерживаю тех, кто говорил, что нужно этот камыш бить, мельчить, и с него нужно делать раствор плиты. Я сегодня Алексею говорил, что если взять вот камыш сейчас сухой, его побить мелко, топором прям вот так брать его там по 2-3 сантиметра, его просто сделать такой квадратик, например, вот как у нас между бревнами, то есть Ну, плиты такие. такими плитами, да. Улаживать его, мешать с цементом, ну, цемент просто развести, как вот я делал дома. Ну, я делал цемент и песок, и гранулы пенопластовые, такие кругляшки. А здесь просто не надо гранул, вот он, натуральный. Его вот так мешать с цементом и такие делать плиты. И ложить на крышу, стык в стык. И стыки можно там промазывать глиной, ну, можно даже глиной промазывать, и все. А сверху то же самое накрыть, вот как он и накрытый линолеум. И это будет теплая основа. Хорошая. Возможно, так и нужно было делать. Даже кто-то писал об этом. Я говорил тоже, что я так полы делал. Но мы немножко пошли по другому пути. Думали, может, так будет лучше. Но А так и неплохо. Мы еще не доделались. Вот, ну, я еще взял у меня в рюкзаке не, картона Леш, на так полосочку. неплохо, но смысл в чем? Смысл в том, что со всех торцов задувает. А если мы положим плита, она монолитная плита, в торец будет подходить балки. И там мы положили плиту первую под раствор сюда, и все. Камыш мы так не можем положить. Камыш, как его делают, как мы говорили, складывают, его ложат вот так. А под ним еще делают основную крышу, как, ну, я не специалист такой великий, не знаю, не могу сказать, как называется, непосредственная крыша или те скаты, которые находятся там выше. Но Мне кажется, если будет еще и теплая крыша, так мы тут вообще упаримся. А мы сегодня вот как разгорелось, мы разговорились насчет крещения ж скоро будет, да? да. Когда купаются, ну, окунаются в прорубь. Так можно запросто. Эта печка, тут даже можно, как я в землянке отгораживался кусочком, так чтобы максимальная была температура. Здесь даже и отгораживаться не обязательно, но в принципе можно так пополам баннер повесить. И будет вот здесь часть кровати и там часть кровати. Уселись, посидели, попарились, выскочили в прорубь. Можно запросто организовать парилку.
Вот. Печка сегодня так раскочегарилась, что очень Кстати, жарко а ты ж было. помнишь, как мы с тобой в проруби купались? Да. Ездили, было у нас время такое, да. Да я раньше каждый год, это сейчас что-то я перестал. Ну и я что же, не, ну я тогда вот с тобой потом еще, я не помню, ну сколько раз мы тогда с тобой ездили, ну классно, да, я помню, мороз такой был как раз, я не знаю, градусов 15, Нет, 20. мы это место выбрали неудачное. Воды по колено. Пока дойдешь куда-нибудь, а оно все по колено и по колено, уже, блин, и холодно. Не, ну хочется- широко там было, ночью потом заходишь уже вот так, потом только ныр с головой, ныр с головой.